Здравствуйте, с вами журнал Мотоэксперт, я Дмитрий Федотов, и сегодня у нас на тесте китайский туристический эндуро под названием Кове A800X Pro. Мотоцикл не то чтобы появился в этом году, он появился там, по-моему, в прошлом в продаже, и, честно говоря, я вот только в этом году стал знакомиться с продуктами жизнедеятельности компании Кове, и это очень интересная марка, интересный бренд, интересная история. Интересно, что эта марка появилась в Китае сама по себе. То есть это не какие-то шальные китайские деньги, не какие-то европейские инженеры. Это сами у себя внутри стали делать мотоциклы так, как они их видят. И получается на самом деле очень, я не скажу, что хорошо, я скажу, что очень необычно и очень не похоже на все, что мы видели прежде. Мы уже снимали и показывали вам Кове 450 ралли. Это мотоцикл, как бы такой дакаровский прототип, но Street Legal. Мотоцикл с 3 бензобаками, мотоцикл очень устойчивый к падениям, мотоцикл очень необычный, очень интересный с точки зрения того, как там все сделано, но при этом для дорог общего пользования. И он у меня произвел совершенно двойственное впечатление. С одной стороны, этот мотоцикл был чертовски интересный, необычный, с другой стороны, у него было очень много минусов, с которыми очень сложно жить, уживаться, дружить и принимать их, когда это твой личный мотоцикл. А 800-ка, она тоже противоречивая, она тоже неоднозначная, и она тоже интересная. Здесь тоже есть о чем поговорить, что рассказать, о чем поспорить, и вообще здесь очень много мест и поводов для дискуссии. Итак, давайте начнем. Значит, что сделали китайцы на этот раз? Они сделали мотоцикл вот по своему духу, по тому, как он выглядит, по тому, как он нарисован, по силуэту, по какой-то, я не скажу, что по классу, потому что класс совершенно другой, но вот по своей сути он мне, честно говоря, напомнил вот это последнее актуальное поколение Африки Твин. Вот у меня почему-то какие-то аналогии лезут в голове, хотя общего у них не так много. Вот это пластика, вот этот силуэт, это что-то немножко здесь хондовского. При этом мотор здесь скопирован с КТМ, он прям КТМовский. И работает он очень похоже на КТМ и по характеру, и по тому, как он грохочет. А грохочет он как старый КТМ, несмотря на то, что мотоцикл свежий. И весь он очень такой прям приятный. Вот я скажу так, он хорошо нарисован, он аккуратный, он благородный, ничего не режет глаз, и смотреть на него приятно, и на нем хочется прокатиться. И я, когда мне предложили, я прям вообще ни секунды не думал, я хотел этот мотоцикл снять, показать, мне интересно с этим мотоциклом. Мне очень нравится вот эта эстетика. Мне нравится, что он худой. Мне нравится, что здесь нет лишних каких-то бугров, вот этих пластмассовых псевдомускулов силиконовых. Ничего лишнего, все по делу. Вот у нас бензобак, никаких накладок. Это прям вот пластиковый бак. Обтекатель. И из эстетики единственное, что, и мне это очень нравится, как оформлена вот эта внутренняя часть. Обычно у мотоциклов, неважно, у дорогих, у дешевых, там торчат кишки, там какие-то провода, патрубки, какие-то блоки. И все это, в принципе, невеликая проблема, за исключением того, что это все, когда моешь, это все промыть очень сложно, и там копится грязь, и как-то это все так себе. Здесь изнутри все это отделано пластиком и выглядит очень аккуратно, мыть тоже удобно, то есть здесь вот губочкой протер, все красиво, все защищено от грязи, легко чистить, легко мыть, и когда ты едешь, у тебя с водительского места появляется ощущение такой законченности мотоцикла. Вот он такой, вот он своей продуманностью этой радует. Плюс мне очень нравится, как здесь установлена приборная панель. Она вертикальная, такой маленький айпадик. Вот. Мы про нее попозже поговорим, но сама история с большим вертикальным планшетом на мотоцикле, которая появилась года 2 назад, CF-мотовцы показывали свою 800-ку с таким же вертикальным планшетом. А здесь эта история реализована и тоже, опять же, интересно, круто, свежо. И вот мне очень нравится, как здесь все сделано. И еще, так как Кове позиционирует себя как такой китайский КТМ, как такой ready to race в иероглифах, здесь мотоцикл, скажем так, сделан для одного. То есть на 450-ке вообще пассажирского места не предусмотрено. Здесь пассажирское место есть, но вы можете посмотреть вот соотношение. Вот столько для пилота, вот столько для пассажира, то есть типа 70/30. Соответственно, если вы хотите развестись, например, или если вы хотите поддержать китайскую политику «одна семья, один ребенок», вот это как раз про него. То есть здесь пассажир, он как бы куда-то кого-то подвести чуть-чуть в путешествии. Вы с пассажиром на этом мотоцикле не поедете и правильно сделаете.
Так, давайте посмотрим на этот мотоцикл под седлом, потому что 450-й Кове меня очень впечатлил тем, как там все было организовано. И здесь у нас все еще интересней. Вот это все продолжение топливного бака. То есть мотоцикл, он не просто легкий, снаряженная 196, а сухая чуть ли не 183 килограмма у него масса. И посмотрите, вот пластиковый бак, как он идет. Он идет в самый низ, то есть его сделали длинным, низким, и центр тяжести у нас, соответственно, немножко опустился благодаря этому. И мне вообще вот это решение напоминает немножко старое одноцилиндровое поколение BMW F650, где топливный бак был вот здесь, и тоже немцы его специально пытались сделать низким, настолько, насколько это возможно. Здесь ровно та же самая история. Посмотрите, докуда доходит топливный бак. Такой я вижу впервые на китайце, это интересно. Дальше тоже все организовано в пример всем остальным хозяйкам. То есть здесь релюхи, предохранители и блок управления мозгов. Какие-то тут иероглифы. Иероглифами написано Bosch Made in China. Ну, китайцы в какой-то момент смекнули, что если не Bosch написано, то все боятся. А если Bosch написать, то сразу вопросы к управляющей электронике у всех пропадают. Ну, типа, некая гарантия качества, хотя я бы уже и не был так уверен, учитывая, что все теперь делается в Китае. Вот, и в целом, конечно, мне этот мотоцикл очень нравится. Ветрозащита здесь, вроде он маленький, худой, а так вроде ничего, дует в плечи, грудь закрыта. Понятно, что здесь уже стоит маленький спойлер, но здесь не то чтобы сильно дуло. Здесь довольно комфортно, и этот мотоцикл мне нравится. И по вибрациям он не такой прям ужасный. То есть чуть-чуть на подножках зудит, чуть-чуть зудит на руле, но не раздражает, не противный зуд. Он просто есть. Чуть-чуть на седле, но это не одноцилиндровый мотор, на котором у вас жопа будет чесаться. Он вполне себе нормальный, то есть нормальные вибрации. Наверное, да, хотелось бы этих вибраций поменьше, окей, то есть все-таки мотоцикл вибронагруженный. Но с этим можно жить. Это не такая прям особенность, про которую будут потом орать, что вот вы едете, у вас картинка плывет в визоре, потому что такие вибрации. Такого вот здесь нет. Они есть, они чувствуются, но они не противные, не раздражающие, вполне себе нормальное ощущение от нормально работающего мотора. В основе этого мотоцикла лежит стальная рама. Она у нас проходит над мотором. Мотор крепится снизу и является силовым элементом шасси. И изготовлена она одной деталью с подрамником. Подрамник не сменный, не съемный. Приварен, соответственно, при его ремонте придется помучиться. Открутить, прикрутить новый не выйдет. И для туристического эндуро это скорее минус, чем плюс. Хотя так много кто делает. И очень важно, что китайские инженеры сделали по-настоящему легкий мотоцикл. Снаряженная масса всего 196 килограммов. И это с учетом того, что у нас в топливный бак влезает 20 литров. Мотоцикл необычайно легкий, и по моим ощущениям это, наверное, один из самых легких мотоциклов в классе 800 кубовых аппаратов. И эта легкость, она не только по цифрам, эта легкость, она еще и по ощущениям. Ты садишься в седло, он ощущается даже легким для 600-ки, то есть для 800-ки, для большого мотоцикла, для почти литрового мотоцикла он кажется невесомым. И это необычайный кайф. То есть ты не можешь поверить, что 800-ка может быть такой легкой, такой послушной. Ее так хорошо перекладывать, она такая прям игривая, она легкая, она кайфовая, она послушная. И этот мотоцикл тебя очень увлекает, когда ты на нем едешь в поворотах. Ты прям кайфуешь. Что же до подвесок, то спереди стоит телескопическая вилка перевернутого типа, полностью регулируемая, что очень важно. Она не какая-то прям супер брендовая, она китайская, но выглядит прям очень хорошо. Диаметр труб 48 миллиметров, что тоже немало. Сзади стоит алюминиевый двусторонний маятник, симметричный, классический, который работает, опять же, с регулируемым моноамортизатором через рычаги прогрессии. То есть подвески здесь вот... Когда ты на них смотришь, они прям супер правильные, супер грамотные, супер хорошие, супер интересные. Но
И это проблема, которая была еще и на 450-м Кове. Настройки просто ужасные. Подвески работают из рук вон плохо. Мне категорически не нравится, как они работают. Они одновременно и жесткие, и кажется, что вилка, наоборот, немножко перемягчена на торможениях, она прям проваливается. И как это все настроить, я, честно говоря, не понимаю. Здесь уже преднатяг выкручен, пружин совсем-совсем, но все равно жестковато ехать. Задняя подвеска тоже, ты прям едешь на забудробилке. И, может быть, она настроена под какой-то супер жесткий оффроуд. Да, там из вас вытрясет душу, но зато ее никогда в жизни не пробьет. Но когда ты едешь по разбитому асфальту, по какому-то грейдеру, этот мотоцикл из тебя реально вытряхивает душу. То есть кайфовать на нем за рулем можно только на очень хорошем асфальте. Когда у тебя идеальное покрытие, когда ты не чувствуешь, насколько эти подвески дубовые, насколько они все вибрации с дороги переносят на тебя, вот здесь начинаешь получать удовольствие от этого мотоцикла. И по тому, насколько он хорош на ровном асфальте, на извилистой дороге на серпантинах, ну, я разве что могу вспомнить какой-нибудь Aprilia Touareg. То есть он, конечно, сам в поворот прям не падает, но он прям следует за твоим взглядом. Его очень легко наклонять, и очень легко на этом мотоцикле его довернуть глубже, его, наоборот, расправить наружу. Он следует за тобой, он тебя слушает. И вот, повторюсь, в идеальных условиях на идеальном асфальте на этом мотоцикле прям можно получать удовольствие. Он очень драйвовый, он очень тебя увлекает за собой, и он очень прям приносит удовольствие. Это классное шасси. Но, повторюсь, для туристического мотоцикла, для такого Dual Sport нужно уметь ездить по таким дорогам. А у него с этим большие сложности. Ехать по разбитому уже асфальту откровенно неприятно. И что с этим делать, я, честно говоря, не знаю. Ставить его на другие подвески, если только. Вторая история, которая у меня немножко вызывает вопрос, это то, что этот мотоцикл довольно-таки ощущается расхлябанным. Я не знаю почему. Такое ощущение, что каждая гайка немножко не дотянута. Он весь какой-то вот чуть-чуть где-то. И эта расхлябанность, она и чувствуется на ходу. То есть хочется более собранного мотоцикла. Хочется... У него все нормально с жесткостью шасси. У него нормальная крутильная жесткость. Но какое-то ощущение, что где-то что-то не докрутили, оно у него есть. Вот, например, на мотоциклах CF Moto такого нет. Они очень прям вот цельные. Они очень сделаны, прям видно, что люди по-европейски подходили. Здесь наоборот. Вроде все хорошо, все классно. Но чуть-чуть вот что-то не докрутили, а что именно, ты не понимаешь, как будто вот все по чуть-чуть не докручено. Немножко раздражает. И еще одна фишка – это большие скорости, потому что мотоцикл высокий, мотоцикл легкий, и на скоростях там до 120, до 140 все отлично. На скорости 180-190 начинается немножко дискомфорт. Никакого воблинга, благо спереди установлен штатный демпфер. Все более-менее стабильно, но ты чувствуешь, что тебе уже некомфортно. На каком-нибудь BMW F800, на Aprilia Touareg ты будешь ехать те же самые 180, 170 и чувствовать себя довольно-таки уверенно, довольно-таки стабильно. Здесь вроде, опять же, все нормально. Я не могу его в чем-то упрекнуть, но какое-то ощущение есть дискомфорта. И этот мотоцикл, вот он комфорт дарит. Идеально ровная дорога, скорости до 140. Дальше начинается немножко преодоление, немножко борьба с ним, и это немножко подбешивает. Дальше. Очень важно, что мотоцикл у нас обут во внедорожные шины. Это шашка, и она накладывает определенный отпечаток на управляемость, на то, как мотоцикл вообще ощущается. Понятно, что в асфальтовых шинах это все будет чуточку сглажено, но все равно это не только резина, хотя и резина тоже. Что касается колес. Размерность 18 дюймов сзади, 21 дюйм спереди. Колеса спецованные, и спецованные они бескамерно. Очень похожи на BMW-шные колеса. Очень красивые, очень аккуратные. Классно, без вопросов. Неплохо выглядят и тормоза. Спереди 2 4-поршневых суппорта с радиальными креплениями. Сзади один плавающий суппорт, плавающая скоба. Тормозные магистрали армированные, и все это работает вместе с системой ABS, причем система ABS внедорожной. Ее можно отключить сзади, можно отключить полностью. Что еще? Еще, как вы можете увидеть, на суппортах написано Taisco. Что это такая за фирма? Фирма китайская, которая копирует суппорта Nissin. И надо сказать, что копируют их неплохо. Работают они хорошо. Наверняка где-нибудь в каких-нибудь экстремальных условиях, каких-нибудь прям адских торможениях они перегреются раньше Nissin.
почти уверен в этом. Но что касается того, вот как они работают сейчас, я на этом мотоцикле проехал, ну, порядка 100 километров, не так уж и много, но мне тормоза здесь понравились. Они, конечно, не такие линейные, как хотелось бы, они немножко рисковато схватывают, но самое главное, их здесь достаточно, они довольно прозрачно работают, довольно линейное замедление, прогнозируемое. Этому мотоциклу, особенно учитывая то, насколько он легкий, потенциала этих механизмов хватает с головой. Все очень классно, за тормоза твердая 4 с плюсом. Шасси. Мотоцикл чувствуется, что просто неприлично легкий. Он не просто легкий, он по массе, по своей. У меня такое чувство, что бывают 450-ки потяжелее, чем он. И это очень обманчивая история. Ты садишься, он рулится прям взглядом. Не нужно никаких усилий прилагать, чтобы его заправить в поворот, чтобы его поднять, чтобы его переложить. Этот мотоцикл очень и очень послушный. Он очень дружелюбный в плане рулежки. Он очень интересный. И самое главное, он вообще не требует прикладывания каких бы то ни было усилий к тому, чтобы вот менять траекторию. Вот на таких серпантинах, на большом туристическом эндуро здесь будет тяжеловато, здесь будет уже не очень комфортно. На этой штуковине, ну вот типа единственное, что здесь ограничивает скорость, это ожидание поймать в лоб другую машину. И вот камушки у нас здесь иногда лежат какие-то в поворотах. Можно убраться очень больно, но это все, что ограничивает скорость здесь. То есть можно ехать быстрее и еще быстрее, и еще быстрее, и кайфовать, и совершенно при этом не борясь с мотоциклом. То есть мотоцикл этот в плане рулежки и мотора может прям много. Супер жесткая работа трекшена, просто отвратительная. Как только начинает подниматься морда, он чувствует, что теряется скорость переднего колеса, он просто обрубает мотор по-скотски, и ты прям утыкаешься носом туда. Хорошо, что трекшн есть. Понятно, безопасность, все остальное, но с тем, как здесь работает трекшн, мне кажется, этот трекшн тоже кого-нибудь на тот свет отправит. Он очень уж грубый, жесткий, неделикатный, бесцеремонный. Называйте как хотите, но трекшн не в восторге я от того, как он здесь работает. Здесь есть разные режимы работы этого трекшна, его можно менять, но меняется лишь степень вмешательства, как быстро он начинает работать. Но вот как грубо, мне кажется, что грубость этой его работы, она везде одинаковая, неделикатна. Но главное, что он есть, правильно, а остальное там уже можно, наверное, к этому привыкнуть и как-то адаптироваться. В конце концов, трекшн у нас должен работать там, где мы не отрабатываем. То есть это такое оружие последнего шанса. Это не значит, что надо выкручивать ручку газа до упора постоянно и на этом трекшене все время гонять с выкрученной ручкой до упора. Нет. Ну и тормоза здесь, сказочные. Тормоза хорошие, тормоза замечательные, все классно. Единственное, что мне здесь не нравится, это то, что вилка сжимается очень уж сильно. На торможениях понятно, что она длинноходная, но хотелось бы, чтобы она клевала как-нибудь поменьше. Мотор здесь точная копия КТМовского агрегата, и, как я уже сказал, работает он очень похоже. Здесь 799 кубических сантиметров, 2 цилиндра в ряд с поперечным расположением, 2 распредвала без каких бы то ни было фаз вращателей, все довольно просто, с цепным приводом ГРМ. Выдает наш мотор заявленная мощность 94 лошадиные силы и 80 ньютон-метров. Причем пиковую мощность он выдает на 9 тысячах оборотов, а пиковый момент на 7,5 тысячах оборотов. То есть мотор у нас довольно верховой. Сцепление многодисковое в масляной ванне с тросовым приводом. Все как у всех. Значит, по цифрам все выглядит прям классно-классно. Впечатляет, я бы даже сказал. Но работает этот мотор очень неоднозначно. Мне понравилось, что он отзывчивый, он очень неплохо набирает, он шустрый, он резвый. Что мне не понравилось? Во-первых, он очень громко работает. И работает он не просто громко, а отвратительно громко. Он гремит реально как ведро с болтами. Он гремит, как будто это КТМовский мотор с пробегом 1060 без частых замен масел. Он прям очень шумный, и вот
с моим опытом общения и с моим опытом взаимодействия с мотоциклами, мне кажется, когда я слышу мотор, как будто он вообще неисправен. Не знаю почему. Звук просто ужасный, отвратительный. То есть, понятно, из глушителя звучит все благородно, вкусно, классно. Сам звук работы мотора неимоверно шумный и какой-то нездоровый. И я так понимаю, что это свежие мотоциклы. Здесь он просто так работает. Вторая история, которая мне здесь категорически не нравится, это то, что он какой-то сыроватый по настройкам. То есть никаких провалов нет. Ты открываешь газ, и тысяч с 4-5 там уже прям все хорошо. До этого момента все равно можно ехать, он не глохнет. Я не могу сказать, что здесь совсем нет низов, но самое вкусное тысяч с 5. Все классно, он пульсирует, все приятно. Но он очень дерганый. То есть, если ты хочешь ехать ровно, у тебя постоянно вот это. Он не может держать газ ровным. Либо ты подзакрываешься, он очень резко закрывается, потом ты подоткрываешься, и вот это. Это первое. Второе, есть какие-то сложности, ты начинаешь переключать передачи. Здесь нет квикшифтера, это очень важно, и нету его даже за доплату, даже в качестве опции, но ты выжимаешь сцепление, в какой-то момент у тебя как будто пропуск зажигания идет, и опять вот это. То есть он очень сыроватый по тому, как написана топливная карта. При том, что здесь есть два режима, есть экологичный, есть динамичный. Одно и то же, проблемы везде одни и те же. Вот он какой-то как будто немножко недоработанный по настройкам. Вторая история, и мне категорически не нравится то, как здесь работает датчик включенной передачи. На приборке они отображаются, и с этим есть сложности. Потому что, например, вот он стоит на боковой подставке, на нейтрале. Ты его пытаешься запустить, у тебя нейтралка горит на приборке, нажимаешь кнопку стартера, он делает полоборота стартера и утыкается, и в тот момент, когда ты нажимаешь кнопку стартера, там включается первая. Ты отпускаешь кнопку передачи на приборке, опять нейтралка. Пошевелишь, все нормально. Сейчас, например, вот мотоцикл на передаче, я открываю боковую подставку, и он не глохнет. Короче, вот опять же, да, сырая история, недоработанная, где-то что-то недорегулировано, но это все делает ощущение от мотоцикла, ну, не очень приятным, скажем так. Что еще? Еще у нас здесь есть traction контроль. Traction контроль настраивается и отключается, как и положено, туристическому эндуро. И больше здесь нет ничего. То есть ABS, traction, две топливные карты. На этом электроника заканчивается. Ни квикшифтеров, ни каких-то сложных угловых ABS, ни каких-то гидроаккумуляторов, которые нам мотоцикл придерживают при старте в подъем, ни круиз-контроля, ничего вообще. Мотоцикл голый. И на самом деле вот меня это не смущает, потому что все необходимое есть, а все, что сверху накручено сложное, если этого нет, оно и не сломается. То есть вот необходимый прожиточный минимум он предоставляет. Все остальное, ну, как бы мотоцикл не для этого. Мотоцикл все-таки для динамичной езды по оффроуду. Как бы задумывался он как бы такой спортивный, с прицелом на динамику, на шустрые прострелы. И ему достаточно то, что он предлагает. То есть в этом смысле он гармоничный. Но, вот повторюсь, у меня к этому мотору две главных претензии. Он очень шумный и он очень дерганный, нервный, неприятно нервный. В остальном классно, то есть он прогнозируемый, у тебя всегда хороший запас на ручке, у тебя всегда есть что-то для обгона, и довольно шустро, он до 190 прям шустро-шустро разгоняется, а там дальше до 200 и даже больше 200 этот мотоцикл спокойно едет, но, повторюсь, не очень комфортно. Значит, шумно очень ветер, поэтому поедем по медленной дорожке, чтобы этот мотоцикл вообще раскрыть и посмотреть на него. Что мне здесь нравится, так это мотор. Он жутко шумный, он прям громкий, он до ужаса громкий, он весь какой-то прям... Он не звучит как исправный мотор, скажем так. Но он очень классно реагирует на газ, он очень классно идет за ручкой газа, он очень легко раскручивается. Такой прям яркий, сочный, отзывчивый, с очень хорошим звуком. Вот, и мотор здесь просто великолепный.
сказочный мотор. Все мне в нем нравится, кроме одного, но эта фишка тоже соответствует его характеру. А вот мы сейчас закрываем газ, и нам нужно чуть-чуть подоткрыться. И вот на это чуть-чуть подоткрыться, там такой прям пинок сразу. То есть он не может плавно набрать. Ты на ровном газу ехать не можешь, тебе постоянно немножко он подрывается, подпинывается. Вот этот прям такой бам! И это немножко раздражает, когда хочешь ехать медленно. Когда наваливаешь норм, когда ты устал, когда ты хочешь расслабиться за рулем. Вот это прям тебя постоянно качает вперед-назад. Короче, выбешивает. В остальном моторчик прям изумительный, очень шустрый. На заднее колесо, ну, мне кажется, даже на третьей передаче его можно выдернуть. Вот, мотор прям замечательнейший. И все мне в нем нравится, кроме его излишней резкости. Здесь можно выбирать режимы работы мотора, но оно все равно очень нервное и очень злое. И очень прям вот такое оно. Вот, единственное, кстати, вот возвращаясь к мотору, очень легкое сцепление. То есть не очень информативное, хочется мне лично потуже рычаг. И с ним как-то, чтобы удобнее было и в серой зоне работать. И в целом я люблю рычаги поплотнее, но люди, которые выбирают мотоцикл по массе, и которым там тяжело выжимать жесткие рычаги, им здесь будет очень комфортно. Но мотоцикл, я не хочу сказать, что это мотоцикл такой, вот он подходит в качестве первого для новичка. Нет, он прям вот для тех, кто уже вкатался, для тех, кто любит, умеет и практикует. Вот, и очень хорошая геометрия, очень легкое шасси, очень он послушный, очень он активно и охотно заваливается в дугу. Вот, конечно, не Aprilia Touareg, но очень близко к тому. То есть вот по своей вертлявости, по своей покладистости он прям на одном уровне. То есть это один из таких прям очень азартных, эмоциональных мотоциклов в плане рулежки, в плане того вообще вот как ты с ним взаимодействуешь на таких дорогах. И это кайф. На прямике понятно, они там все плюс-минус одно и то же. Он, конечно, вряд ли будет супер устойчивым и супер хорошо держать прямик. Вот. Но вот то, как он себя ведет здесь, это, конечно, полный кайф. Я в восторге. Чего мне здесь не хватает? Мне здесь немножко не хватает квикшифтера. С такими данными, как у него, с таким озорным мотором и с таким азартным шасси. И вот он весь такой эмоциональный, он весь такой прям игривый. Он весь тебя втягивает еще на нем прокатиться. Вот. А здесь мне не хватает квикшифтера, потому что здесь уже хочется немножко подзабить на сцепление и уже прям просто переключаться. Но это тоже, видимо, да, каких-то следующих обновлений отложили. По тормозам. Тормоза замечательные. АБС-ка АБСит. И что очень интересно, АБС-ка здесь не слишком рано вмешивается в процесс торможения, а скорее наоборот. То есть она до последнего дает вашим колесам подблокироваться, подтормозиться, поймать какой-нибудь зацеп. И вот когда уже совсем случилась блокировка, после этого она начинает что-то делать. Вот. И это не минус, по мне это скорее плюс. Я не люблю, когда АБС начинает работать раньше, чем начинают работать тормоза. Вот такое мне не в кайф. Во мне 195 сантиметров, сразу объявляю об этом заранее. Так, ну он сейчас не так, чтобы устойчиво стоял. Вот, то есть с моим ростом здесь комфортно. Мотоцикл невысокий по седлу, то есть ноги у меня еще даже довольно сильно согнуты в коленях. Не нужно иметь двухметровый рост, чтобы на этом мотоцикле уверенно себя чувствовать. Плюс он очень легкий, соответственно, даже со средним ростом, даже не имея каких-то там грандиозных мускулов, вы с этим мотоциклом будете справляться, и вам на нем будет достаточно комфортно. Здесь широкий руль. Мне его хочется, конечно же, поднять для езды в стойке, потому что в стойке к нему нужно сильно наклоняться. Но сидя здесь супер комфортно, сидишь низко, бак довольно высокий, он тебя и закрывает от набегающего потока, и он тебе дает ощущение какого-то приятного опыта взаимодействия с мотоциклом. Здесь очень приятно сидеть. Седло жесткое, седло отвратительно жесткое, но опять же они пытались сделать мотоцикл с таким спортивным характером, и это жесткое седло тебя, ну, немножко так
взбадривает, как будто ты на каком-то спортивном снаряде. Поэтому будем считать, что не недостаток, а особенность. Еще мне очень нравится, как выглядят дуги с водительского места. Они здесь штатные, они очень аккуратные, очень красивые. Но нужно понимать, что работают они очень условно, потому что точки крепления раз, два, и вот даже рукой их как будто можно немножко пошевелить. Но, опять же, и как дизайнерский элемент, и как знак того, знак внимания от производителя, что он о твоих проблемах подумал, приятно, классно. Очень мне нравится, как тут сделана вся фурнитура, аккуратные рычаги, аккуратные резиночки на ручках, аккуратные грузики, без пошлятины, без ужасов, все аккуратно и приятно. Пульты тоже классные. Единственное, что мне здесь не нравится, это клавиша включения дальнего света. Здесь у нас вот этот блинкер, вот эта кнопочка, которую мы нажимаем для того, чтобы поморгать. Когда мы ее отодвигаем от себя, она включает дальний. И, соответственно, ее можно на ходу как-нибудь незаметно отодвинуть. Приборка в плане индикаторов не очень информативная. И пока ты увидишь вот этот огонечек голубой на приборной панели, раньше ты увидишь, как твой свет лупит во впереди идущую машину. И вот это мне не нравится. Косяк, просчет, недостаток, и как с этим жить, не знаю. Даже когда ты без перчаток едешь, ты его случайно включаешь. В перчатках сразу же. Что еще? Еще у нас здесь есть USB-порт, причем как и старого образца большой, так и Type-C. Все это под резиновой заглушечкой. Все очень приятно, аккуратно сделано. И вообще вот из седла он не ощущается китайским. Он такой больше как японский по качеству пластика, по качеству подгонки всего. Он прям приятный. Да, есть где-то не одинаковые зазоры, есть где-то какие-то недоработки, но в целом уровень классно. Что касается приборной панели, как я уже сказал, она мне понравилась своей концепцией. Мне нравится большой вертикальный экран. Она довольно информативная. Здесь большой спидометр, большой ленточный тахометр, но на этой огромной диагонали китайцы почему-то сделали вот такие крошечные индикаторы уровня топлива и индикаторы температуры. Они прям милипусечные, они микроскопические. И больше того, как я понимаю, и это отвратительно, и это ужасно, и мне больно об этом говорить, но кажется, в своем топливном датчике они сделали последнее деление на полбака, а остальные раз, два, три, четыре деления на оставшуюся половину я терпеть это не могу, ужасно неудобно и неприятно. И вторая история, которая мне здесь прям режет глаз. Нет контрольных ламп. Контрольные лампы, маленькие иконочки на этом огромном экране. И вот когда у нас включается дальний свет, когда у нас... Что это? Traction контроль. Она прям 3 миллиметра. Нужно вот приблизить, чтобы ее рассмотреть, что у вас там traction контроль горит. И то же самое с дальним светом, с поворотниками, с габаритами. Ужасно. Вот, кстати, поворотники покрупнее немножко. А все остальное микро. Микрошрифт часов, микрошрифт одометра, микрошрифт общего пробега. Это прям бесит. И последнее, что меня здесь немножко раздражает, это то, как выполнена анимация тахометра. Потому что я уже немножко избалован какими-то другими мотоциклами, в том числе и китайскими, когда у тебя следом за набором двигателем оборотов вот эта полосочка поспевает, во-первых, в ту же секунду, а во-вторых, там цена деления это прям пиксель. И вся эта анимация, все классно. Здесь она прям тупит. Она, во-первых, немножко запаздывает, а во-вторых, идет так ступенчато, хотя на жидкокристаллическом экране можно было эту анимацию сделать супер круто, супер красиво. Не доработали. Но в остальном очень даже неплохо. Удобное меню. Больше того, когда у вас там вылезает сервис, вы на этой приборке его можете как будто бы сами скинуть значочек вот этого сервиса, можете мотоцикл самостоятельно обслужить, он вам сам напомнит, когда в следующий раз подойдет, не обязательно ехать к дилеру. В целом все это неплохо нарисовано, какая-то карбоновая здесь подложечка, фон. Все как бы интересно, но опять же немножко недоработано с точки зрения софта. Это можно было бы сделать намного лучше. Плюс она немножко затупливает, она переключается с дневного режима на ночной. Когда вы выезжаете из туннеля на солнце, она из черного переключается в белый, но с каким-то задерживанием. Она меняет свою яркость, то есть там облака, она тускленькая. Выезжаете в солнце, начинает лупить солнце, она становится ярче, но опять же вот эта смена яркости подсветки, она идет ступенчато, и это немножко бросается в глаза. Все это мелочи, но из этих мелочей состоит ощущение от мотоцикла, и они, конечно, немножко подгаживают.
Что первое, что тут, конечно, прям вау, это мультфильм, такая анимация на приборке. Она немножко занудно долго идет, но прикольно. И сама приборка впечатляет, как на CF Moto, на МТшке на 800 появился этот вертикальный большой планшет. И здесь они сделали такую же историю. Забавно. Подводя итог, что я могу сказать про этот мотоцикл? Задумка просто великолепная. Сделать китайский КТМ не по тупому копированию, а по сути, по духу сделать китайский мотоцикл ready to race, ready to travel какой-то. Это полный восторг. Мне очень нравится, что они это придумали. Мне нравится концепция этого мотоцикла. Сделать супер легкий мотоцикл с шустрым мотором, где нет лишних проводов, лишней электроники, где ничего лишнего нет, а чистый мотоцикл для прям хороших, динамичных путешествий по оффроуду – это замечательная идея. И они к этой идее подошли ответственно. Мне нравится, как он нарисован, мне нравится, как он выглядит, мне нравятся вот эти дуги, мне нравятся пульты, мне нравится, как сделана приборка. Короче, вот нарисован он был, проект этого мотоцикла, я думаю, был защищен на каком-то собрании топ-менеджеров этой компании просто с аплодисментами. Мотоцикл просто вау. Но он настолько сырым получился. То есть мотор, прошивку не доработали. Мотор гремит, мотор грохочет, мотор дергается, мотор... Вот он замечательный. Но вот эта вся сырость везде по чуть-чуть делает ощущения от него отвратительными, портит ощущения. Приборная панель офигенная. Но ты начинаешь смотреть на эти микробуковки, на эти микросимволы, начинаешь раздражаться, начинаешь смотреть, как там работает вот этот тахометр. Бесит. Начинаешь ехать, включаешь дальний свет и не видишь, что он у тебя включен. Чувствуешь, как работают подвески, как у тебя долбит задний амортизатор, не отрабатывая вообще ничего. И вот какие-то мелочи везде по чуть-чуть. Ощущения от мотоцикла портят. И я не могу сказать, что этот мотоцикл хороший. Я его не могу никому посоветовать. Хотя, повторюсь, идея вау. И у меня такое чувство, что в Кове должны позвать какого-то европейца, кого-нибудь из BMW или из того же КТМа, и сказать: чувак, вот мотоцикл сделайте нам, пожалуйста, чтобы он был приятный. Вот и везде нужно его где-то доработать, причем не самому в гараже напильником, а именно на кульмане, на этапе производства, на этапе написания софта. И тогда этот мотоцикл будет вау. И тогда я скажу: я хочу себе такой мотоцикл. Пока что я не могу так сказать. Мотоцикл этот мы взяли у официального дилера Ковия в Черногории, у компании Mass Trade, который находится на Язе. И туда можете заехать, там салон мультибрендовый, там есть Ковия, Бинелли, QJ Motor и много чего еще интересного. Приезжайте, смотрите и покупайте мотоциклы там. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте оставлять комментарии. С вами был Дмитрий Федотов и журнал Мотоэксперт. До скорого!